Итак, друзья, у нас в работе по ламинации зеркала Audi Q7. Для начала нужно полностью снять краску до пластика. Делать это я буду шлифовальной машинкой и наждачкой 100-й градации. Это можно сделать и вручную, если машинки у вас не оказалось. Равномерными движениями вышкуриваем поверхность. Стараемся не задерживаться на одном месте, чтобы не накопать ям, то есть чтобы форма зеркала не изменилась. Стараемся не цеплять наждаком торцы деталей. Если есть сомнения в аккуратности, то можно оклеить их малярным скотчем. После того, как краска снята, берем наждачку 80 градации и вышкуриваем деталь уже вручную, создавая более шершавую риску. Если деталь вышкуривали вручную изначально, то все равно после окончания лучше взять новую 80-ку и пройтись по всей детали. Вышкуриваем максимально равномерно. Чем качественнее подход к работе с самого начала, тем лучше будет конечный результат. Далее я протираю глянцевые торцы зеркал обезжиркой, для того, чтобы лучше приклеился малярный скотч. Нам нужно защитить эти места от попадания смолы и от случайного пореза фрезой во время обрезки карбона. Поэтому скотч лучше приклеить в 3-4 слоя. Обрезать скотч лучше со стороны торца, чтобы резанные края не торчали и не мешали во время укладки карбоновой ткани. Также оклеиваем скотчем внутренние части деталей, на которые может попасть смола. И все крепежные элементы во избежание их загрязнения в процессе ламинации. К установке на палочки также следует подойти с особым усердием. Детали должны держаться на подставках крепко, ровно и максимально удобно для приклейки углеткани и дальнейшего нанесения смолы. Места стыковки палочек также следует оклеить скотчем, чтобы не испачкать детали термоклеем и не тратить потом время на его удаление, которое может быть весьма продолжительным, даже при помощи обезжиривателя. И да, термоклей неплохо отстает от поверхности при попадании на него обезжиривателя. Но это не всегда удобно и практично, и уж точно неприятно, так как обезжириватель его растворяет и делает липким. Поэтому я рекомендую оклейку малярным скотчем.
Будьте осторожны при работе с термоклеем и термопистолетом. Ожоги от него та еще радость. Поэтому лучше работать в перчатках, а не так, как я на этом видео. Следующий этап – нанесение адгезионного состава. Я рекомендую использовать наш адгезионный состав из набора для ламинации. Привет, друзья! Это небольшая рекламная пауза. В этом обучающем видео вы видите, как мы делаем зеркала на основе этого набора. Уже давным-давно все это можно купить у нас. В набор для ламинации входит отвердитель, который на весь набор, клеевая смола, это смола, на которую клеим карбон, адгезионный состав, это состав, который наносится на пластиковую деталь или металлическую, неважно какие детали, работает совсем отлично. И смола для линзы в жестяной таре, это очень крутая тара, смола в ней хранится долго и не теряет своих качественных свойств. Наша смола не мутнеет, не желтеет, нету там пузырей. Это реально крутой набор. Уже много людей попробовали наши смолы для ламинации. Тюнинг-компании по карбону, они тоже используют наши смолы для ламинации. В общем-то, все довольны. Все отлично. Друзья, для заказа набора для ламинации обращаться строго либо в наш аккаунт Nadhar Garage в Instagram, либо в наш аккаунт ВКонтакте. И самое важное для карбона, для ламинации карбоном, это сам карбон. Продаем от 25 сантиметров, основательно упаковываем на тубус, заматываем в бумагу. Неважно, покупайте вы 25 сантиметров или же 25 метров, все упаковывается максимально тщательно. Welcome в наши аккаунты, ссылки в описании. Добро пожаловать в Nadhar Garage. Спасибо за внимание. Также у нас есть тренинги, видеотренинги, можете пройти, все вы знаете, это все очень круто и очень легко, и вообще зашибись. Детали следует обезжирить. Не рекомендуется брызгать обезжириватель на саму деталь, только на салфетку, которой вы потом протираете деталь. И также очень не рекомендую использовать растворитель для обезжиривания, так как он зачастую разъедает пластики и прощай наша чудесная риска от 80-ки. Ворс от салфетки лучше сразу же смахнуть мягкой кистью. В наш адгезионный состав я рекомендую добавлять 1 каплю отвердителя на 1 грамм адгезии. Это заведомо больше относительно других смол из нашего набора. Это делается для того, чтобы в дальнейшем клеевая смола не растворяла адгезионный состав и не пропитывалась темными точками сквозь углеволокно. Равномерно, тонким слоем наносим адгезионный состав, стараясь заполнить все шероховатости риски от 80-й наждачки. Через 10-15 минут наносим второй слой адгезии, немного толще первого слоя, и оставляем наши детали сохнуть на 8 часов при температуре не менее 20 градусов Цельсия. Детали в адгезионном составе могут храниться достаточно долго, пока вы не приступите к работе, от 1 дня до нескольких недель. Но если вы все же начинаете приклеивать углеткань, скажем, через неделю, я рекомендую нанести еще 1 слой адгезии. Через 8 часов можно приступать к приклейке углеткани. 80-й наждачкой слегка вышкуриваем адгезионный состав, убирая соринки и неровности от кисти. Без фанатизма. Адгезионное покрытие не нужно шкурить, если нет соринок и нет наплывов.
Наводим клеевую смолу из расчета 1 капля отвердителя на 5 грамм смолы. Не разводите смолу больше 15-20 грамм или не больше, чем на 1-2 детали, так как пока вы будете приклеивать углеткань, смола может высохнуть. При таком добавлении отвердителя 1 капля на 5 грамм время жизни клеевой смолы примерно 30-40 минут, в зависимости от различных факторов, таких как температура воздуха, влажность и настроение мастера. Равномерным слоем наносим клеевую смолу на деталь, без наплывов, без подтеков, не густо и не сухо. На это нужен некоторый опыт, так что во время работы, думаю, вы поймете, о чем я говорю. Заранее отрезаем себе кусок углеткани размером несколько больше, чем площадь поверхности, на 3-5 см минимум с каждой стороны. Выравниваем ее и убираем все нитки карбона и соринки, которые могли попасть на ткань в процессе транспортировки, разрезки и так далее. Старайтесь максимально ровно укладывать ткань. Выберите горизонт вашей детали и укладывайте ткань так, чтобы нити плетения были параллельны горизонту детали. Таким образом вы сможете добиться одинакового угла нити плетения на всех приклеиваемых деталях. Не бойтесь немного приподнять ткань, если вам необходимо немного изменить наклон. Но делать это нужно с осторожностью. И не тогда, если вы клеите ткань на отлип, а только по мокрому, как в данном видео. Многие рекомендуют использовать резиновые перчатки при укладке ткани, но это очень неудобно при ламинации, поэтому лучше протереть руки обезжиривателем или вымыть их непосредственно перед укладкой ткани. Места, где ткань немного ушла или стянулась во время приклейки, лучше аккуратно выровнять зубочисткой. Не поленитесь это сделать, и ваша деталь в готовом виде будет гораздо красивее и качественнее. Отрежьте излишки ткани после укладки, но не ближе, чем 3-5 см к детали, так как могут появиться растяжки при фиксации ткани к детали. Зафиксируйте ткань на детали с обратной стороны малярным скотчем и оставьте до полного высыхания клеевой смолы на 8 часов. Есть и другие способы фиксации ткани на деталях любой сложности. О том, как это сделать, вы можете узнать, перейдя по ссылке в описании с соответствующим названием. Спустя 8 часов сушки при температуре не менее 20 градусов переходим к нанесению смолы для набора линзы. Смола для линзы разводится с отвердителем в соотношении 3-5 капель отвердителя на 10 грамм смолы. Тут тоже все зависит от температуры в помещении, температуры самой смолы, влажности и так далее. Нужно подобрать количество отвердителя так, чтобы гелеобразование смолы наступало примерно через 30-40 минут. Также хочу сделать важное замечание, что первые 2 слоя сохнут заведомо дольше, порой дольше часа. Но на первых слоях лучше не рисковать с пропорциями отвердителя, если у вас мало опыта, и делать все по инструкции к набору для ламинации карбоном. Первый слой линзы, несомненно, можно считать самым важным слоем. Наносить его следует густо, по несколько раз пропитывая ткань в одном и том же месте. Вы увидите и поймете в процессе работы, как сухая ткань насыщается смолой. После того, как вы сделали первый слой, я рекомендую подождать 10 минут и просмолить деталь еще раз. Ткань должна максимально хорошо пропитаться именно на первом слое. От этого зависит дальнейшее качество вашей детали. Последующие слои следует наносить через 30-40 минут между слоями. Не стоит добавлять отвердителя больше, чтобы смола сохла за 15-20 минут. От этого смола будет хрупкая и некоторые ее свойства будут утрачены. Как только смола начинает мотоветь или приобретает состояние на отлип, можно наносить новый слой. В идеале, как я уже сказал, через 30-40 минут.
Также очень важно следить, чтобы на ткани не было соринок и ворса от кисти. Если вы такое заметили, обязательно удалите их зубочисткой или иголкой. Друзья, желаю вам приятной работы и качественных деталей. Подписывайтесь на канал Харлита, оставайтесь с нами. Спасибо за просмотр. Не судите строго, карбоньте круто. С вами был Алекс Харлита. Спасибо за внимание. Если вам понравилось это видео, возможно, вам понравятся и другие видео на нашем канале. Вы можете поддержать наш канал, поставив лайк или сделать репост в соцсетях.